Масштабный захват американского оружия на Ближнем Востоке, потеря США, как произошло и кому попало в руки, все детали. Счет продолжает расти. Тяжелая утрата для ВВС США. Сколько авиасуден ушло в минус с начала войны. Иран уверяет об ударе по еще 2 самолетам во время прорыва американцев в Телксир. Детали. Удар для Лондона. Экстренная ситуация в море. Союзник Ирана нанес ракетный удар по британскому эсминцу. Полное падение Украины. Зеленский заявляет о походе российских войск до Львова и Ужгорода. Каков выход и с чем улетает из Сирии? Нападение на Европу. Венгрия срочно собирает Совет обороны. Обвинения в адрес Киева. Реакция Украины и заявление об операции России под чужим флагом. Удар по своим, провал ПВО «Патриот», Путин резко меняет тактику. Немцев призывают больше работать, а Казахстан провел спецоперацию. Задействована авиация. Что произошло? Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я, как всегда, начинаю. Тревожный сигнал. Минздрав Украины заинтересовался новым американским препаратом против лучевой болезни. Соответствующий запрос в сети обнаружило издание Dev.ua. В документе говорится, что Украинское министерство здравоохранения связалось с американской биотехнологической компанией Tivic Health Systems по новому препарату, который еще слабо изучен. В Киеве не исключает, говорится в материале, что это лекарство могут внести в национальный стратегический резерв как средство против острой лучевой болезни. Украинская сторона также предложила провести предварительную встречу по препарату. В США сейчас проводятся доклинические исследования данного лекарства. Известно, что его действие направлено на защиту критически важных тканей костного мозга и особенно желудочно-кишечного тракта человека от массовой гибели клеток под воздействием высоких доз радиации. Нападение на суверенитет и удар по энергоснабжению. После обнаружения взрывчатки на сербском участке газопровода, который ведет в Венгрию, в Будапеште экстренно созвали Совет обороны. Со вчерашнего дня в стране действуют беспрецедентные меры охраны. Венгерская часть газопровода, а именно от границы с Сербией до границы со Словакией, под усиленным контролем армии, сообщил глава МИД Венгрии Сиярта. При этом Будапешт обвинил в желании подорвать трубу Украину. Также Сиярта рассказал, что созвонился с министрами энергетики Сербии, Турции и России, чтобы совместно придумать план для усиления защиты трубопровода. Таким образом, речь шла о подготовке террористической атаки против турецкого потока. Сербы ее предотвратили, и эта попытка вписывается в цепочку действий, с помощью которых Украина пытается сорвать поставки российских нефти и газа в Европу. На месте, где планировалась диверсия, никто не пострадал, уверяет премьер-министр Венгрии Орбан. Поставки российского газа не прервались. Сейчас сербские власти ведут расследование, и Будапешт постоянно на связи со следователями. При этом Орбан вновь предупредил Брюссель о беспрецедентном энергетическом кризисе в Европе и прямо заявил о критической зависимости от российских энергоресурсов. История со взрывчаткой у газопровода в Сербии – это спектакль, организованный Орбаном. Уже так считает главный оппонент венгерского премьера на парламентских выборах, лидер партии ТИСА Мадьяр. Он утверждает, что данная поставка готовилась заранее при помощи России и Сербии, и ее главная цель, когда до выборов осталась всего неделя, повлиять на результаты голосования. Венгры обоснованно опасаются, что уходящий премьер, следуя советам российских агентов, пытается все более жесткими операциями под чужим флагом посеять страх среди собственных граждан. Есть уже и реакция Киева, там полностью отвергают обвинения и говорят о возможной причастности России к инциденту со взрывчаткой в Сербии, цитирую. Украина не имеет к этому никакого отношения. Скорее всего, речь идет о российской операции под ложным флагом в рамках активного вмешательства Москвы в венгерские выборы. Напомню, накануне президент Сербии Вучич сообщил, что недалеко от сербско-венгерской границы возле газопровода были обнаружены 2 крупные партии взрывчатых веществ. По словам Вучича, если бы взрывчатку подорвали, Венгрия и часть Сербии остались бы без газа. Быстрого прорыва не будет. Посредники между США и Ираном не верят в быстрый результат в переговорах и в панике пытаются выторговать хотя бы паузу. Об этом пишет Axios. При этом издание уточняет, что мнение Трампа совсем иное. Вечером в воскресенье в интервью изданию он заявил о глубоких переговорах с Тегераном, которые идут, стороны глубоко вовлечены и теоретически могут выйти на сделку уже ко вторнику. Контакты идут не напрямую, а через сложную многоуровневую схему посредников – Пакистан,
Египет и Турцию, а также через закрытые каналы связи, включая обмен сообщениями между американскими представителями и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, говорится в материале. Ключевым предметом торга остается Ормузский пролив. Трамп накануне даже матом требовал его открытия, обращаясь к Тегерану, и обещал, что если этого не произойдет, то все и вся будет взорвано уже завтра, во вторник. Речь о мостах и электростанциях. Тегеран уже обвиняет США в подготовке военных преступлений. Сам Трамп заявил, что иранские граждане поддержат его удары, чтобы ослабить режим. На вопрос Axios, беспокоит ли его, что он может навредить невинным иранским гражданским, Трамп ответил, что, по его мнению, граждане, выступающие против своего правительства, поддержали бы такие удары, чтобы ослабить режим. Они живут в страхе, они боятся, что мы уйдем посреди войны, но мы не собираемся уходить, сказал Трамп. Иран уже успел ответить на заявление Трампа. Жесткий ответ полетел в Вашингтон. Там вновь напоминают о своих условиях, одно из которых – компенсация убытков от войны. При этом Тегеран также заявил, что единственное реальное решение – это уважение прав иранского народа и прекращение этой опасной игры. Это была цитата. Вот что еще написал американцам спикер парламента Ирана Галибаф, которого считают ключевой фигурой в возможных переговорах с Америкой. Ваши безрассудные действия втягивают Соединенные Штаты в настоящий ад для каждой семьи, и весь наш регион будет охвачен огнем, потому что вы настаиваете на том, чтобы следовать указаниям Нетаньяху. Не сомневайтесь, вы ничего не добьетесь с помощью военных преступлений. Трамп уже ответил и на это, обозначив, когда именно истекает его очередной ультиматум. В своей соцсети True Social он оставил очень короткое сообщение: «Вторник, 20:00 по восточному времени». Конец цитаты. Отмечу, что в Украине, России и Беларуси это будет 3 часа ночи среды, 8 апреля. В целом же в воскресенье Трамп был максимально активным в соцсетях и не только. Он раздавал интервью направо и налево. Представителям ABC News озвучил новые сроки завершения войны и также обещал не церемониться. Поговорила с президентом Трампом. Он сказал мне, что конфликт должен завершиться в течение нескольких дней, а не недель. Но если сделка не будет заключена, он взорвет всю страну. И почти ничего не будет вне списка целей. Если это произойдет, значит произойдет. А если нет, мы взорвем всю страну, сказал он. Я спросила, есть ли какие-то ограничения. Очень мало, ответил он. Трамп стал агрессивнее и намного смелее, вероятно, после успешной операции по спасению пилота в Иране. Это явно дало ему ощущение военного преимущества и контроля. Об этом пишет New York Times. Издание уточняет, американский президент намекает, что США могут действовать прямо на территории Ирана и без последствий. В то же время издание пишет о том, как США могут оправдать удары по гражданской инфраструктуре. Послушайте. Согласно Женевским конвенциям, удары по электростанциям и мостам, используемым преимущественно гражданскими, запрещены. Они не считаются военными целями. Однако представители администрации уже начинают утверждать, что их уничтожение не будет военным преступлением, поскольку они также имеют ключевое значение для ракетной и ядерной программ. Но такая логика может быть применена практически к любой гражданской инфраструктуре, включая водоснабжение. В то же время CNN пишет о больших потерях США, в частности, Штаты уже потеряли минимум 7 самолетов в войне с Ираном, и счет продолжает расти. F-15 и А-10 были сбиты, а еще 3 F-15 уничтожены по ошибке союзной ПВО в Кувейте. Крушение самолета-заправщика КС-135 унесло жизни 6 американцев. Кроме того, новейший F-35 получил повреждения. Однако это то, что уже известно официально. Накануне ряд СМИ написал, что американцы потеряли еще и самолеты во время эвакуации пилота из Ирана, когда спецназ зашел вглубь, в тыл иранцам. В сети появились кадры с полевого аэродрома в Иране, где американские военные, как утверждается, уничтожили свою технику после спасательной миссии. Речь идет о как минимум 2 самолетах Combat King 2, которые по какой-то причине не смогли взлететь. Иранцы утверждают, что это они нанесли очередной удар по авиации. Но не только это потеряли США, произошел масштабный захват американского оружия. В этом признался сам Трамп в интервью Fox News. Его приказ был сорван. Вашингтон отправил большую партию оружия в Иран, когда в начале этого года страну охватили масштабные протесты, в результате которых, по данным правозащитных организаций, были убиты тысячи иранцев. США пытались поддержать протест именно оружием и направили его через курдов.
Однако те и захватили это оружие и оставили себе, ничего не передав протестным силам. Президент сказал мне, что США отправили оружие иранским протестующим в начале года. Он сказал: «Мы отправили им много оружия. Мы передали его через курдов, и, думаю, курды его присвоили». Напомню, президент обещал помощь протестующим, которые выходили на улицы. В сети распространялись кадры, где тысячи людей были убиты иранским режимом. И президент пообещал им помощь в True Social. Он сказал: «Помощь уже в пути». И теперь мы понимаем, что речь шла об оружии. Хизбалла нанесла масштабный удар противокорабельной ракетой «Берег моря» по британскому военному кораблю. Судно находилось примерно в 70 милях от побережья Ливана. Об этом сообщает 14-й канал Израиля. Удар был нанесен, вероятно, из-за ошибки идентификации. Судно приняли за израильское. По предварительным оценкам, британский корабль получил повреждения. Цитирую: «Этот обстрел, как уже отмечалось, произошел из-за ошибочной идентификации и представляет потенциальное осложнение для террористической организации в отношениях с Великобританией. По предварительным оценкам в Израиле, в результате атаки британскому военному кораблю действительно был нанесен ущерб». Издание отмечает, что на момент публикации реакции Лондона на это событие не было. При этом вероятно, что речь идет об эсминце Великобритании. В марте Лондон направил в восточную часть Средиземного моря эсминец типа 45 HMS Dragon, современный зенитный эсминец с мощной системой ПВО Sea Viper. Удар по своим ПВО Бахрейна по ошибке разнесло свое собственное нефтехранилище. Это случилось, когда Иран атаковал Бахрейн дронами. Одной из целей был государственный нефтеперерабатывающий завод Bapco Energies. Об этом пишут мировые СМИ. Военные Бахрейна пытались сбить иранский беспилотник зенитной ракетой комплекса Patriot. Но, судя по кадрам, которые накануне активно тиражировали СМИ, ракета не попала в БПЛА и ударила по заводу. На заводе начался пожар. По данным Аль-Арабии, в компании рассказали, что огонь потушен, а пострадавших не сообщается. Россия резко меняет тактику и теперь буквально выжигает украинскую ПВО, атакуя днем волнами и сотнями дронов. Атаки длительные и непривычные. Цель проста – заставить Украину сжечь дорогие ракеты Patriot, которых и так не хватает из-за войны США с Ираном. Об этом пишет The Times, напоминая, что Москва перешла с ночных массированных атак на дневные. За один удар недавно было выпущено до 1000 дронов и десятки ракет. Атаки длятся по 10-24 часа и парализуют целые города. Украинские военные прямо говорят: запасы Patriot на исходе. Правительство Украины настолько обеспокоено тем, что Вашингтон может сократить будущие поставки, даже оплаченные европейскими средствами, что планирует обратиться напрямую к американскому народу и Конгрессу. На этой неделе будет опубликовано видео, где расчеты Patriot и пилоты F-16 благодарят американцев и других партнеров словами: «Благодаря вашей поддержке мы все еще живы, но нам нужно больше». Это видео, кстати, как и анонсировало издание, было опубликовано вечером 5 апреля. Украинские военные действительно рассказывают о нехватке ракет и обращаются к США. О дефиците ракет накануне говорил и Зеленский, который прилетел с визитом в Сирию. В Дамаске его встречало новое правительство. Киев заявляет, что есть большой интерес к обмену военным и опытом в сфере безопасности. Кроме того, в Дамаске прошли переговоры в формате Украина, Сирия, Турция, где обсуждалась российско-украинская война. На Банковой также заявили, что Украина была среди первых, кто поддержал новую Сирию после падения режима Асада. Это была цитата. «И готовы и дальше поддерживать стабильность и развитие», также говорится в сообщении Зеленского. При этом он уверен, что главная цель Путина – полное падение Украины и захват всей территории. Российские войска хотят дойти до Львова. Я на 100% убежден, что русские хотят полностью нас оккупировать. Вот почему нам нужно их остановить, добиться прекращения огня, установить надежные гарантии безопасности, а затем перенести все это в дипломатию. Напомню, Россия заявляет, что война может быть закончена, если Зеленский выполнит главное условие Путина и полностью выведет войска ВСУ из Донбасса. Украина такой вариант полностью отвергает, заявляя, что это капитуляция на условиях Кремля.
Немцы мало работают. В Германии топ-менеджеры бьют тревогу. Гендиректор компании, одного из мировых лидеров в области складской техники и логистики Ларс Бржоска, призывает вернуть 40-часовую неделю в промышленности без повышения зарплат. Об этом сообщают немецкие СМИ. Сейчас, говорит Бржоска, немецкая промышленность зажата 35-часовой рабочей неделей, причем профильный профсоюз настаивает на еще большем сокращении трудовых часов, но при условии, что зарплата останется неприкосновенной. Менеджер предупреждает, с такими темпами экономика ФРГ сломается. Час труда в Германии, по его словам, в 6 раз дороже, чем в Индии, а производительность остается низкой. Бржоска также раскритиковал отсутствие у Германии общей экономической стратегии. Пока Пекин действует по 5-летним планам и развивает высокие технологии, Берлин, по его мнению, утопает в мелких идеях и партийных спорах. В России объявлена срочная эвакуация. Людей призвали взять самое необходимое. В опасности жители юго-востока Дагестана. После затяжных дождей в Дербентском районе республики прорвало дамбу. Реки выходят из берегов, вода в прямом смысле заливает населенные пункты. По данным МЧС России, из опасного района вывезут более 4000 местных жителей. Людей расселяют в пунктах временного размещения. По желанию эвакуированные могут отправиться к родственникам. При наихудшем сценарии развития, сообщает ТАСС, в зону подтопления могут попасть 4 населенных пункта, в которых более 3000 жилых домов с населением свыше 20 тысяч человек. Экстренная спецоперация проведена в Казахстане. В Карагандинской области страны произошла жесткая авария. Перевернулся вахтовый автобус. В салоне было 50 человек. Об этом сообщает Тенгри-Ньюс. На место ДТП оперативно прибыли скорые и спасатели. Для эвакуации тяжелых пациентов в небо подняли вертолет МЧС. 3 человек доставили воздушным судном в больнице Караганды. Еще 30 рабочих эвакуировали наземным транспортом в сопровождении бригад скорой. По данным медиков, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Причины ДТП выясняются. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите лайк, комментарий, сделаете репост. Хорошей вам недели и до встречи уже завтра.